возникает новое экономическое ведомство. Это огромные деньги. Эпоха освоения бюджетов заканчивается. Мы имеем такую военную экономику. Ошибаться можно, врать нельзя. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей. Всю неделю обсуждают резонансное назначение министром обороны человека гражданского, доктора экономических наук Андрея Белоусова. Для вас это было неожиданностью? Да, для меня это было неожиданностью, но решение в целом очень логичное, и я рад ему в некотором смысле. Дело в том, что в бюджете расходы на оборону составляли ранее скромные 3% с небольшим, потом 4,7%. А теперь вот по новым бюджетам уже близится к 8%. Это та критическая величина, из-за которой Советский Союз, в частности, надорвался и развалился. И, грубо говоря, теперь, если военно-промышленный комплекс это не будет составной частью такой экономики России, то Россия надорвется так же, как надорвался Советский Союз. Поэтому назначение на должность министра обороны человека, который всю жизнь занимался экономикой, логично. И именно от этого, будет ли Белоусов на посту министра обороны заниматься экономикой, все и зависит. Очень интересно, да? Возникает новое экономическое ведомство, военно-оборонный комплекс. Действительно. Кстати, в истории неоднократно было, что военное время приводило к тому, что страны из разрозненных, там, деиндустриализированных и так далее, иногда могли стать вдруг сильными, индустриализированными и так далее. Ну, правда, иногда было и обратное. А что вы думаете по поводу назначения на должность вице-премьера бывшего министра промышленности Дениса Мантурова? Ну, они и раньше работали в паре, Белоусов и Мантуров, вот, а теперь просто получается так, Мантуров переходит на позицию, где был Белоусов, а Белоусов пошел на позицию министра обороны, который будет заниматься экономикой по утверждению Путина. То есть в результате эта пара повышает свой статус и рейтинг и будет и дальше продолжать действовать как пара. В принципе, хорошее решение, управленческое. Другое дело, как оно себя покажет, но будем наблюдать. Но как быстрое решение разверстки — это вот сильное решение. Таким образом будет обеспечено, что экономика, ну скажем так, гражданская экономика и военная экономика будут работать как все-таки один механизм, будет какая-то синергия, я надеюсь. Станет ли связка Мантуров как вице-премьер и Белоусов как министр обороны символом новой эффективности, мы увидим в ближайшие 500 дней. Эти ближайшие 500 дней на самом деле все и покажут. Либо экономика России пройдет по краешку и без надрыва войдет в восходящий поток, сложно ей будет, но войдет, либо она будет вот кряхтеть и потихонечку надрываться. На самом деле, действительно, вот эти два человека, вот эта вот пара, ну, она сейчас будет критическим образом влиять на это все. А что эти назначения означают для экономики России? Ну, эти назначения существенным образом меняют расклад. Если раньше экономика России — это была вот, знаете, вот экономика и способность там нести оборонные расходы, это была такая, ну, тут нагрузка. Сейчас де-факто мы имеем такую военную экономику. Ограничения, рестрикции, там, вторичные санкции на многие страны, закрытие коридоров и границ, они очень сильно подорвали способность России закупать где-то материалы, оборудование и так далее. И на самом деле значительную часть материалов России придется производить самой. А как? Из чего? Станков нет, механизмов нет. Это все необходимо проинвестировать, купить станки, восстановить производственные комплексы. Это огромные деньги. Поэтому текущее решение означает следующее: окончательный переход России на такую военно-мобилизационную экономику. Вот помните, был Сердюков. Это была эпоха сокращения, огромное там сокращение бюджетов, сокращение войск, ну, огромные непопулярные среди военных меры и так далее. Это была одна эпоха. Дальше была эпоха Шойгу. Вы знаете, да, коррупционные скандалы про там, нашли какие-то там деньги, коррупцию там в Минобороне и так далее. Теперь вот это назначение Белоусова означает, скорее всего, окончательное признание, что прошлое, подход, который реализовал Шойгу, он не оправдался. Практически в первом интервью Белоусов заявил, что ошибаться можно, врать нельзя, что вызвало огромный резонанс, кстати, во всех кругах. Вот. И первые заявления Белоусова, на самом деле, они вселяют какую-то вот
надежду на то, что нас ждут какие-то изменения. Эпоха освоения бюджетов заканчивается. Дело в том, что нет денег. На самом деле очередные пакеты санкций и так далее приводят к уменьшению способности России зарабатывать на нефти, долларах и так далее. То есть притока больших денег и по старинке решать вопросы, нет такой возможности. Поэтому приходится реально менять структуру управления экономикой. Вот, в принципе, для экономики России это означает следующий переход на другой экономический уклад. У них есть такая возможность. А еще что показывает это назначение, это то, что бюджеты на финансирование ВПК будут расти. Будут расти. Дело в том, что другого способа оправдать те гигантские вложения, необходимые России для новой индустриализации, кроме как расходами на военку, нет возможности оправдать. Как говорят, война все спишет, так и здесь. Военное ведомство, финансирование его — это способ, которым Россия может накачивать так называемую новую индустриализацию деньгами. Вот и все. Поэтому на самом деле, скорее всего, военные бюджеты прямым образом финансируемые, и косвенным образом, и закрытыми источниками будут расти. И именно эти бюджеты будут идти на что? На новую индустриализацию и на создание необходимых средств, типа низкоорбитальных группировок и еще много-много разных полезных штук. Но предупреждаю, это огромные деньги в условиях сегодняшней экономической изоляции, и придется попотеть и постараться нам всем для того, чтобы все это было у России. Военно-промышленный комплекс дальше будет активно финансироваться. Значит ли это, что Россия сегодня наконец-то идет в сторону другую, и она скоро слезет с нефтяной иглы? Нет, нефтегазовые доходы даже при санкциях и при всяких рестрикциях будут играть очень важную роль. С этой иглы Россия не слезет. Это дополнительные доходы бюджетов, которые, хорошо, когда они есть. Что плохого в Норвегии, которая сейчас просто озолотилась из-за поставок, газа в Европу? Что плохого? Другой вопрос, как этими деньгами Норвегия распоряжается и как распоряжалась Россия нефтегазовыми доходами. Например, Россия сложила 500 миллиардов денег в какие-то резервы, скажем так, 300 миллиардов из которых сейчас заблокированы американских и европейских банков и так далее. Россия так распоряжалась. То есть за всю 30-летнюю историю более 3 триллионов долларов Россия и частные лица из России получили в виде ренты. Сырьевой, не сырьевой, но в основном сырьевой. Так вот, смотрите, где эти 3 триллиона сейчас? Вопрос лишь в том, как люди распоряжаются деньгами. Поэтому я не хочу рассуждать про нефтяную иглу. Я считаю, любые доходы, и нефтяные, газовые, и не нефтяные, все это хорошо. А по поводу ВПК. Увеличение расходов на военно-промышленный комплекс, если это вложение в инновации, в индустриализацию, которая имеет двойное назначение, и военное, и гражданское, безусловно, хорошо. Дело в том, что профинансировать новую индустриализацию можно двумя способами. За счет ограбления населения в целом можно сделать. Можно какие-нибудь облигации внутреннего займа сделать, навязать всех, закупить, все экспроприировать вклады, сбережения и так далее. Но это приведет просто к катастрофическим последствиям, пока таких тенденций нет. И второй вариант, то, как это делает сейчас правительство, это резко расширяя инвестиции в военно-оборонный комплекс, ставя министром обороны экономического, фактически министра, и таким образом финансируются прямым государственным способом эти отрасли. А дальше зависит от следующего. Те промышленные комплексы, которые будут созданы на эти деньги, будут ли они производить товары, которые после этих всех столкновений, после решения стратегических задач и так далее, после всего этого они останутся мертвым грузом, или они будут производить гражданские продукты, что-то для космоса, что-то для гражданского судостроения, для самолетов и так далее. Если будет так, тогда это будут вложения в новую индустриализацию России. И если это будут сотни миллиардов долларов, а именно такими суммами будут оперировать военное ведомство, так эти сотни миллиардов долларов будут вложены в то, что не будет стоять потом в виде брошенных танков,
да, и каких-то там, не знаю, конструкций, а будет работать на экономику России. Вот на что это повлияет. Нынешние гражданские отрасли хотели бы получить заказы, и заказы, обеспеченные деньгами. Другой вопрос, что те заказы, которые хочет сделать военное ведомство, да, их не может сделать нынешняя промышленность. Вот эта задача, она очень сложная. Если Белоусов и экономическая команда Белоусова будут изначально привлекать в консорциум участников, да, и формировать такие, знаете, комплексы производственные, которые будут включать в себя активную кооперацию с предпринимателями, бизнесменами, которые знают о гражданском секторе и после решения страной стратегических задач продолжат эксплуатировать эти имущественные комплексы для гражданских лиц, нужд и так далее, это может привести к удачному решению этого вызова. Но, как говорится, способность — это не все, что гарантирует нам успех операции. Важное объявление, друзья мои. У меня появилась площадка, на которой я публикую эксклюзивный контент. Если раньше в Ютубе я делал так называемый эксклюзивный контент, который раздавался потом на все площадки, то теперь не так. Теперь есть площадка в ВК, где у меня эксклюзивный контент. Там ты сможешь найти, первое, готовые бизнес-инструкции, готовые бизнес-модели, ну и, конечно же, мои комментарии Игоря Рыбакова на самые важные события в нашей стране и в мире. Подписывайтесь по ссылке в описании, ставьте колокольчик, скачивайте приложение ВК-видео, чтобы было гораздо удобнее. Ну и, конечно, будьте в актуальности, будьте на связи со мной. И еще я вижу сейчас несколько трендов, о которых хочу заявить. Это все-таки наращивание объема производства российских товаров. Хоть и экономика России сейчас на гигантском надрыве, она не может просто при всем желании произвести больше товаров. Все загружено, везде там вторая, третья смена уже работает, оборудование на износ работает, новые производственные комплексы вводятся, но недостаточно скорость их ввода и так далее. Тем не менее, наращивание объема производства российских товаров — это реально тренд. Это тоже увеличивает доходы бюджета не нефтяного происхождения, и это хорошо. Пусть предприниматели, которые меня смотрят, бизнесмены или начинающие предприниматели, или те, кто мечтает стать предпринимателем, возьмите себе это на вооружение. Второе. В России грядет революция зарплат, может быть, вы видите. У россиян сильно расширится покупательская способность. Парадоксально, но это случилось. Например, нынешние уровни зарплат, да, они совершенно другие, чем, вот, например, 3 года назад. Реально уже сейчас средние зарплаты на предприятиях индустрии выросли за последние 500 дней в 2 раза и более. И это продолжает расти. Поэтому на самом деле, с одной стороны, это рост себестоимости товаров и изделий, но будучи компенсирован производительностью труда, понятно, да, кто успевает наращивать производительность труда за счет станков, механизмов, автоматизации, роботов и так далее, то предприятия выдерживают это. А с другой стороны, смотрите, все больше рождается высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест, а это значит, люди смогут покупать больше товаров и так далее. А товаров где брать? Производственных комплексов не хватает. Вот. Поэтому, друзья мои, предприниматели, заводите новые производства, новые цеха и так далее. Грядет новый промышленный бум России. Поэтому все эти факторы на самом деле они идут в пользу того, что не сырьевой сектор, не газ, не нефть будут расти в России. И это очень хорошо, потому что это создаст такую, знаете, здоровую среду и базу для новой индустриализации, технологизации России. Как же старая парадигма? А вот старая парадигма, когда Россия продает сырье, там, газ, нефть, там, металлы и так далее, и на эти деньги купит все в мире, вот она больше не работает. Сегодня из экономических партнеров у России остались, Китай и еще несколько стран Азии, там, Востока, да. Смотрите, вы понимаете, что Китаю Россия вообще… Что может Россия продать Китаю? Металлы, газ по сниженной цене, нефть по сниженной цене. Потому что когда один покупатель или один такой большой покупатель, хорошо, там, может, еще и Индия есть, но, может, вы слышали, да, что с Индией там проблемка, что они платят рупиями, потом, говорит, рупии вложите в наш фондовый рынок и т.д. Вот, поэтому, смотрите,
прошлая парадигма перестала работать. То есть те экономисты, которые прочили России участие в глобальной экономике на правах того, кто, ну, в основном, давайте так, добывает нефть, газ, металлы, сырье, отправляет на глобальный маркет, получает деньги и на глобальном маркете закупает все там товары, технологии. Слушайте, все, Россия либо будет невероятно уязвима, да, либо воспроизведет весь свой промышленный комплекс или так военно-промышленный комплекс самостоятельно. Для территории России, вы сами знаете, какая огромная территория России, ну просто архиважно хорошо кооперироваться с странами, ну, дружественными странами, но производить очень много товаров самостоятельно. Как бизнесу в России сегодня быть наиболее эффективным? Хороший вопрос, потому что уже многие понимают и догадываются, или уже понимают, и даже верят, что экономика России никуда не денется, она не схлопнется. Она будет работать, она переживет все эти катаклизмы. И поэтому действительно сейчас уже важно думать не как выжить, а как быть эффективным, ну, чтобы воспользоваться имеющимся наиболее рационально, да, с большей выгодой. Итак, есть несколько приемов, которые вы можете применить в своем домашнем хозяйстве, в своем большом бизнесе, да где бы вы ни были. Вот, поэтому давайте я сейчас по пунктам буду говорить, а вы записывайте. Итак, первое. Наблюдай за происходящим, как за игрой. Не надо представлять себя в виде жертвы, за которой гонится людоед. Не отвлекайся на политические игры, на то, как голодают дети в Африке или какие-то там киты в каком-то там океане и так далее. Сосредоточься на своих целях. Это должны быть твои цели, а не чьи-то цели. Помни, что проживание твоей цели дает тебе энергию. Вот прямо сейчас подумай о твоей цели. Если прилив сил пошел, это твоя цель. Если у тебя еще пока нет цели, собери своих людей, сподвижников, да, задумайте цель, да, и как одержимые, да, начните воплощать эту цель. Это даст тебе прилив сил, энергию своих людей, сподвижников, и у тебя точно все получится. Это раз. Второе. Никогда не следуй за толпой. Рассматривай разные точки зрения, разные мнения. Будь подключен к различным сообществам, где есть иногда радикальные точки зрения. Окей, не надо вставать ни на чью точку зрения, ни за белых, ни за красных. Наиболее часто самые сильные решения лежат в том, что мы делаем не так, как все. Как это работает в бизнесе? Ну, например, когда в 90-е годы все во время там дефолта, да, конвертировали деньги и пытались вывести их из страны, мы с партнером купили итальянскую линию, построили завод и были первыми, кто, вообще говоря, выдал на гора качественный материал в России. Мы на этом сделали гигантский успех. Мы построили еще 10 заводов на те деньги, которые получали вот с этого очень востребованного завода и так далее. Сейчас то же самое. Когда все торгуют на маркетплейсах, да, как в кроваво-красном океане, пытаясь там удержаться, дохнут как мухи, но начинают новый ниш, теряют деньги и так далее. Вот в это время самое то не просто думать, открывать свой цех, заниматься производством. Маржа на многие товары, которые произведены в России, просто фантастическая и феноменальная, но именно в силу того, что миллионы людей сидят и торгуют на маркетплейсе. Понятно, да? Вы следуете за толпой. Я не против этого. Маркетплейс — шикарный способ понять рынок, изучить его, да? Но остаться там — это значит подвергнуть себя риску умереть там в толпе, будучи раздавленным в кроваво-красную лепешку. Третий, мой любимый пункт. Всегда смотри в будущее. Русскому человеку, ну не только русскому, прямо скажем откровенно, да, свойственна вот эта вот рефлексия и фрустрация. Но посмотрите, в России один из самых сильных, как отрасль, например, сфера цифровых услуг, IT. Огромное количество подотраслей в России, передовая, самая передовая в мире, а мы все рассматриваем то, в чем мы отстали, и сетуем, что мы отстали и так далее, что же теперь делать? Поэтому смотрите, рассматривайте себя и все вокруг себя именно в разрезе того, а что выдающееся. Тогда вы будете ставить ставки на себя как символ чего-то выдающегося, выпирающего, да? Вот здесь есть тот самый подход, который я называю превосходящая проявленность. Мы можем проживать разную жизнь, смотреть в будущее и представлять себя убогими, серыми, ну и умершими.
это и произойдет. Вы сказали, что нас ждет революция зарплат. Может быть, тогда выгоднее не развивать предпринимательство, а уйти просто в найм? Хорошая идея. При росте зарплат и при том гоне, который есть у предпринимателей, которые просто одержимы поиском талантливых управленцев, менеджеров, это хорошая идея. Однако я могу отметить вот что. Быть в найме — это классно по деньгам. Однако вот как социальный лифт — это не очень хорошая идея. Что такое социальный лифт? Ну смотри, окей, решил ты вопрос сейчас по росту своих доходов, получив крутую профессию как специалист. Окей, а завтра что произойдет? А послезавтра? Вот и все. Поэтому есть лифты, которые работают с разной скоростью. Например, предпринимательство — один из самых скоростных лифтов, ну и самый рискованный. Да. Поэтому на самом деле я предполагаю следующим образом. Сейчас огромное количество социальных лифтов. Например, участие в СВО — тоже социальный лифт, ВПК — социальный лифт. И предпринимательство — гигантский социальный лифт. Работа за хорошие деньги по найму. Да. Ну так себе лифт. Поэтому я предлагаю так: не думать о том, что в найм или в предпринимательство, а размышлять о следующем: какой социальный лифт наиболее подходящий для тебя в моменте. Дело в том, что человек так устроен, что сегодня ему нужно одно, завтра другое, послезавтра третье и так далее. Так вот, тот социальный лифт, да, который ты выбираешь, или семейство социальных лифтов, выбирай, чтобы завтра ты мог выбирать и послезавтра опять выбирать. Если ты понял, о чем я сейчас говорю, то ты смекалистый, понимаешь? В шахматах выигрывает тот, кто оставляет себе с каждым ходом наибольшее количество вариаций следующих ходов. А тот, кто загоняет себя в ловушку, да, у него вариантов меньше. Вот поэтому я предлагаю тебе размышлять социальными лифтами. Социальный лифт — это то, что может нас вынести в неожиданную область, в которой бы мы не оказались бы никогда, но именно эта область человеческой деятельности открывала бы для нас то, что нам подходило бы наилучшим образом. Используйте социальные лифты, создавайте свою жизнь таким образом, чтобы она постоянно удивляла вас. Офигеть, что еще есть. Поэтому садитесь в лифт, выбирайте несколько лифтов, которые дают вам неожиданные конфигурации. Пусть они принесут вам то, что откроет вам нового себя, такого себя, в котором вам будет нравиться, что с вами происходит. Ну и, конечно же, давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей.